Привет! Apple через месяц представит очередное поколение своих смартфонов, которое получит название iPhone 13. В него войдут 4 модели. Все, что известно о новых яблоках, расскажу в этом видео. Новое поколение смартфонов Apple, как это было до 2020 года, будет представлено на третьей неделе сентября. Прошлогодний сдвиг графика из-за коронавирусного кризиса не повторится. Обычно Купертино проводит конференции по вторникам, который в этом году выпадает на 14 сентября. Оформление предзаказа, опять же по традиции Apple, станет доступно уже в первую пятницу после презентации, то есть 17 сентября, а продажи начнутся через неделю, 24 сентября. Остается один вопрос: будет ли Apple разносить даты старта продаж на разные модели, как это произошло с iPhone 12? Такая возможность существует. В июле, обсуждая финансовые результаты компании, Тим Кук отметил, что компания может столкнуться с нехваткой микросхем. Более того, на темпы производства нового iPhone способны повлиять и проблемы главного партнера Apple Foxconn, китайские заводы которого пострадали от летнего наводнения в провинции Хэнань. Дизайн iPhone 13 был раскрыт инсайдерами и сетевыми информаторами задолго до презентации. Внешний вид 13 серии будет напоминать актуальное семейство смартфонов Apple, но это вовсе не означает, что изменений не будет. Одним из главных отличий iPhone 13 станет уменьшенный экранный вырез. В Apple не собираются отказываться от системы Face ID, компоненты которой и скрываются в нем. Однако их удалось несколько уменьшить. Площадь челки впервые с 2017 года, когда был представлен первый смартфон с Face ID, сократится, а полезная площадь дисплея соответственно вырастет. А вот возвращение Touch ID ждать не стоит. Журналист Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источник компании, заявил, что Apple полностью откажется от сканеров отпечатка пальцев в ближайшие 2 года. Мы ждем, что Apple в новом поколении iPhone применит OLED-матрицы с высокой частотой обновления картинки. Но получат 120 Гц экран далеко не все, а только модели с приставкой Pro. Им достанутся панели, выполненные по технологии LTPO. Подобное мы уже видели в Samsung и OnePlus. Благодаря этой штуке смартфоны смогут автоматически регулировать частоту обновления в соответствии с контентом от 1 Гц до 120. О процессоре Apple A15 Bionic известно, что купертиновцы сохранят прошлогодний 5-нанометровый техпроцесс. Делать его меньше становится все сложнее и сложнее. Однако новая технология N5P сможет значительно улучшить производительность и энергоэффективность шестиядерной платформы. А еще iPhone получит Wi-Fi 6E с диапазоном работы 6 ГГц. Но этому порадуются лишь те, у кого есть такие навороченные современные роутеры. В компании рассматривают возможность выпуска Pro-версии с накопителем объемом 1 терабайт. Пока для iPhone пределом были 512 гигабайт, а вот базовые 64 гигабайта для стандартных версий оставят в строю. Ну и как тут не вспомнить про iOS 15, которая выйдет вместе с 13-шкой. К анонсированным ранее изменениям прибавятся и такие, о которых Apple не особо-то и распространялся. Во-первых, появится алгоритм подавления бликов от оптики камер. Не прошло и 5 лет, Apple все-таки решила подсмотреть его у отличников математической фотографии вроде Huawei. А вот вторая новость довольно тревожная. В Америке Apple будет с помощью нейросетей отслеживать содержимое фото и сообщений пользователей во имя борьбы с детской порнографией. Цель, конечно, благая, но сам факт, что в твой смартфон могут легко и беззаботно влезть со стороны, не очень-то и радует. Купертино не забудут про улучшение камер своих смартфонов, хотя и не будут наращивать количество пикселей. 12-мегапиксельный сенсор в очередной раз станет основой для всех фотодатчиков. Интересно, что внешний вид камерного блока у iPhone 13 и iPhone 13 mini несколько изменится. Датчики, как утверждают многочисленные сливы, будут располагаться в шахматном порядке. Недорогим моделям достанется лазерный дальномер и оптическая стабилизация, основанная на сдвиге сенсора. Но к этой инфе надо относиться с большим скепсисом, ведь яблоко известно своей скупостью. А вот профессиональные линейки обещают датчики с увеличенным физическим размером. Но за это придется платить большим выступом модуля над корпусом.
Вообще, все iPhone 13 обещают оказаться толще предшественников, но не просто так, а во благо нам всем. Так, iPhone 13 Pro Max получит батарею на 4352 мАч. Это значительно больше, чем было у 12 Pro Max. iPhone 13 и 13 Pro побалуют батарейкой на 3095 мАч. А вот компакту mini достанется батарейка на 2227 мАч. И на этом новости об автономности не заканчиваются. Apple продолжит очень и очень осторожно наращивать возможности быстрой зарядки, мощность которой составит всего 25 Вт. Останется и полюбившаяся многим магнитная беспроводная зарядка MagSafe, но к ней прибавится реверсивное питание от смартфона, которое пригодится для зарядки, например, наушников. Но гораздо интереснее другое. В сети появились детализированные рендеры iPhone 13 Pro, на которых смартфон вовсе лишен порта Lightning. Остается вопрос, решится ли Apple на этот смелый эксперимент в 2021 году, способный вызвать даже у фанатов бренда ярость. Пользователи яблочной техники до сих пор припоминают компании отказ от штатного блока питания прошлой осенью. Цена на главный продукт Apple по традиции остается секретом вплоть до осенней презентации. Но некоторые сведения все-таки попали в сеть. Якобы в КНР самый доступный iPhone 13 mini с накопителем на 64 гигабайта обойдется в $700. Это примерно 51 тысяча рублей по текущему курсу. А вот наиболее навороченный iPhone 13 Pro Max с накопителем на терабайт будет стоить $1600 или примерно 116 тысяч рублей. Но надо понимать, что это цены китайские. В России стоимость на iPhone 13 очевидно будет намного выше. Для сравнения, актуальный iPhone 12 Pro Max с накопителем на 512 гигабайт предлагается без всяких скидок и акций за 134 тысячи рублей. Ну и как тебе тренажка? Купишь себе или нет? Пообщаемся на эту тему в комментариях. Лайк, подписка с тебя. Пока-пока.